kağıt üstünde ne olduğu benim umurumda bile değil. Ben kalbimde Cihan'ın karısıyım. Sen de Aliye'yi seviyor musun? Ali artık benim karım. Aliye'yi seviyorum. Ben Aliye'yi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Несмотря на все усилия, Шахин застрелился и потерял сознание. Все собрались вокруг него, пытаясь ему помочь. Шахин говорит, борясь с болью, словно прощаясь со всеми, и тут раздается вой сирены жандармерии. Алия и Садакат пытаются увести Джихана и Каю. Шахин, хоть это и трудно, больше не гонится за жандармерией. Отец Амады похитил Зеррин. У меня есть видео, где мой отец сотрудничает с ними. В ответ отец сказал своим людям, что взял вину на себя и упал в обморок. Жандармерия и скорая помощь прибывают к особняку одновременно. Они получают разрешение от жандармерии помочь Кае и Шахину и быть рядом с ним. Все вместе они отправляются в больницу. Нари и Аля находятся в машине скорой помощи вместе с Шахином. Фидан звонит Шахину, но Нари не может до него дозвониться. Когда она звонит, она сообщает, что Шахина подстрелили. Когда Экмель возвращается домой, Фидан падает в обморок и переживает нервный срыв. Зелен звонит Ипек, чтобы узнать о состоянии Каи, но Ипек резко на нее реагирует и бросает трубку. Демир подходит к ней и говорит, что вместо того, чтобы беспокоиться о Кае, нужно беспокоиться о брате. Джихан и Кая выстрелили ему в грудь. Зелен мчится в больницу, боясь, что они этого не сделают. Когда пульс Шахина начинает падать, Нария начинает сильно беспокоиться за него. Но до их приезда он приходит в себя. Они заходят в больницу и отвозят Шахина, Каю в больницу, а Фидан приезжает с Экмелем, скорбя. Когда она рассказывает Шахину, что это сделал Джихан, Джихан хватает ее за горло и говорит, чтобы она больше не приближалась к Шахину. Шахина немедленно увозят в операционную, а жандармы вытаскивают Экмел за руки. Когда Фидан Ханым спрашивает Джихан, что случилось с моим сыном, Садакат Ханым отвечает, твой сын выстрелил себе в грудь, и Фидан Ханым заболевает. Экмел кричит, это ложь, а Али отвечает, это из-за тебя. Джихан объясняет, что Шахин Баран приказал казнить его и хотел застрелиться от стыда. Джихан рассказывает обо всем, что сделал Экмел, говоря, ты подставил нас. Ты пренебрег даже жизнью своих детей и неустанно трудился, чтобы захватить трон Альборы, но я призову тебя к ответу за все это. Экмель теряет контроль над всей семьей, и когда Зерен и Демир уходят, она говорит Фидан Ханым, забудь о видео, это ничего. Аля пытается убедить Джихана, что ему следует мыслить и действовать спокойно, говоря, если ты упадешь, упадут все. Джихан отвечает, ничего не случится, Ханым ага. Они смеются. Когда Джихан спрашивает, что делать с ребенком Зеррин, Али замолкает, говоря, ничего не делай, сейчас не время. Позже она дает ему знать. Зеррин подходит к Наре, пытается обнять ее и предлагает свою поддержку. Затем к ним подходит Фидан и спрашивает, узнала ли она что-нибудь новое. Нари отвечает, никто ничего не говорил. Они извлекают пулю из груди Шахина. Пока Кая ждет операции, Ипек говорит, я с ней, я с тобой, и я буду с тобой, когда ты проснешься. Зеррин, однако, подглядывает за Каей в палату и, понимая, что там никого нет, входит в ее комнату и сразу же замечает, что Кая пришла. Зеррин говорит Кае, я дочь человека, который поставил тебя в такую ситуацию, я дочь убийцы твоего брата, мне так стыдно. Когда ты впервые откроешь глаза, пусть Ипек будет той, на кого ты посмотришь, чтобы твое сердце обратилось к ней. У двери Ипек, Аля и Джихан становятся свидетелями этого. Когда Джихан говорит ей, что Кая узнает о ребенке после операции, Зеррин умоляет ее, пытаясь объяснить, что если она расскажет, все станет еще хуже, и она плачет. Когда Кая входит в палату, все подбадривают ее и провожают. Врач Шахина выходит из операционной и объясняет, что его общее состояние хорошее, но из-за глубины раны ему сделают интубацию и на некоторое время усыпят, что вызывает переполох.
Когда Садакат проклинает Шахина, Наря и Джихан одновременно заставляют его замолчать, спрашивая, в чем он виноват, а Джихан просит ее прийти и поговорить с ним. Фидан, со слезами глядя на сына через окно реанимации, расстроена, а Экмель клянется отомстить. Джихан спрашивает Садакат, как ты можешь все это говорить? Садакат спрашивает Садакат, неужели у нее нет совести? Садакат отвечает, в чем виноваты мои дети? Когда Экмель снова проклинает Шахина, говоря, что хочет, чтобы он страдал, Наря приходит в ярость, требуя от него замолчать и не говорить так. Джихан никак не может заставить Садаката замолчать. Аля и Джихан уходят от них со словами «Я не знаю, что мне делать». Этот ребенок такой чистый, как она могла умереть. Когда она возражает, как моя мать могла такое сказать? Али отвечает, ты что, не знаешь свою мать? Она живет своей жизнью. Видя глубоко расстроенную и избитую Джихан, Али говорит, если ты будешь стоять на ногах, все остальные тоже встанут. Пожалуйста, я знаю, что ты измучена, но это пройдет. Джихан отвечает, не знаю, что бы я делала без тебя. Я так рада, что ты здесь. Они повторяют эти слова друг другу, улыбаясь. Баран выходит из комнаты, пытаясь идти боком, покачиваясь из стороны в сторону. Пакизи играет в прятки с Денис. Увидев открытую дверь, мужчина с бараном в панике вбегает в комнату. Не видя барана внутри, он впадает в панику. Он кричит «Нет, стой!» и баран падает в обморок. Денис бежит на звук и говорит, что кто-то упал в обморок. Уммю Ханым, одна из сотрудниц, называет его ребенком и уводит вместе с Пакизи. Когда Нари хочет остаться с Шахином, Аля отвечает, что это невозможно. Джихан пытается убедить свою сестру Нари, которая терзает себя, быть сильной, но приходит новость, что Кая поправилась после операции. Нари не хочет уходить, но Аля и Джихан уговаривают ее пойти к Кае. Врач уверяет ее, что операция прошла хорошо и что пока рано об этом говорить, но она идет на поправку. Когда Кая спрашивает о Шахине, Кая расстраивается, когда ей говорят, что его интубировали, но она говорит Наре, что Шахин не оставит их, он проснется. Все уходят, Наре остается, Кая и Ипек остаются, целуя ее в щеку и говоря «Я вернусь завтра утром, я люблю тебя». Затем она уходит. Когда Аля и Джихан приезжают в особняк, мужчина с бараном просит поговорить с Джиханом наедине, что привлекает внимание Садаката и Алии. Когда они идут к барану, они говорят Джихану, что он проснулся и сделал несколько шагов во двор. Врач Елчин объясняет, что это не полное пробуждение. Если вы спросите, когда он проснется, мы не можем сказать наверняка. Денис узнает от Уммю, что у Алии и Джихана годовщина свадьбы, и находит и открывает запись свадьбы для родителей. Когда Денис настаивает на том, чтобы купить матери кольцо и отвезти ее на ужин, Джихан теряет контроль и повышает голос. Денис расстраивается и говорит, «Я ничего плохого не сказала». Джихан отвечает, «Ты ничего плохого не сказала, твой отец просто сделал что-то плохое и повысил голос». Аля говорит, «Пойдем в нашу комнату» и выходит из комнаты. Пока Экмель строит планы мести, Зерин плачет и рыдает, «У меня нет ни матери, ни отца, никого, только мой нерожденный ребенок». Она падает в обморок и падает. Когда Кая просит окружающих позвонить Зерин, говоря, «Мне нужно услышать ее голос и поговорить», они не могут удержаться и звонят. Пока Зерин осматривает врач, Фидан видит на экране телефона, как Кая звонит и переворачивает его, скрывая от посторонних глаз. Эчмель и Фидан убеждают Демира остаться здесь на ночь и отправить его подальше. Фидан велит ей молчать ради ребенка и держаться от него подальше. Зерин отвечает, «Я все равно буду держаться подальше». Фидан спрашивает, он звонил от нее. Зерин волнуется и хочет перезвонить, но не может. Когда Алия укладывает Денис спать и возвращается в комнату, Джихан говорит, «Я расстроил и Денис, и тебя». Алия отвечает, «Ты расстроил меня, сынок. Если он расстроится, я разорвусь на части». Джихан, «Я понимаю, но я в ярости от того, что не могу сделать то, что говорит Денис. Видя, как мало я продвинулся с тех пор, я в ярости. Хотел бы я уметь это делать», — говорит он.
Хотела бы я сказать тебе, что не перестану любить тебя, даже если бы это было год назад, а целую жизнь. Когда Алия говорит, ты уже говорил это, я тоже очень сильно тебя люблю и всегда буду любить. Она желает спокойной ночи и выходит из комнаты, не закрыв за собой дверь. Вся деревня собралась перед особняком Джихана, и Джихан выходит со словами: «Если это повторится, я выпишу штраф тому, кто это сделал, и больше не буду их предупреждать». Затем он входит в дом. Когда Надим возвращается из тюрьмы, он угрожает Демиру, что теперь все будет по-другому, фильм только начинается. Пришло время пробуждения Каии, и все с нетерпением ждут этого момента и приходят посмотреть. Зелен тоже заглядывает в дверной проем. Кая медленно открывает глаза. Увидев Зелен среди всех, Зелен убегает. Поскольку никто больше ее не видел, Садакат Ханым понимает, что видела Ипек во время легкого осмотра врача, и все с облегчением вздыхают. Когда они везут Каю домой, Зелен тайком наблюдает за ними. Нария и Джихан видят ее, но ничего не говорят. Джихан завоевывает сердце Денис и обнимает ее. Когда Джихан ведет Денис к ее дяде Кае, Денис обнимает Каю и желает ей скорейшего выздоровления. Они уходят вместе с ее матерью, Алей. Когда Ипек остается наедине с Каей, она говорит, что рада снова видеть, но взгляд Каи блуждает. «Ты где-то в другом месте», — говорит она. «Ты очень хорошая девочка, очень смелая, но когда я оглянусь назад, я сделаю тебе больно, хотя мне и тяжело». «Ипек, я приняла это, но я упрямлюсь, когда вижу, как это тяжело, и я не могу перестать любить тебя», — говорит она, держа ее за руку. Они говорят о благотворительной ярмарке в пользу сирот из деревни, и они собираются туда пойти. Денис подслушивает разговор и тоже хочет пойти. По настоянию Садакат Ханым и Джихан Нария идет с ними, хотя сама не хочет. Джихан предупреждает Ихтияра и Кадира, что там будет много народу, поэтому увеличьте число мужчин и особенно следите за Денис. Когда они выходят из особняка, люди Экмела сообщают Экмелу, что вся семья идет на базар. Они делают покупки на базарных прилавках, а люди Экмеля следуют за ними. Тетя Денис шепчет Наре на ухо, что покупает подарки к годовщине свадьбы отца и матери и просит ее помочь. Наря обещает: «Давай не будем далеко уходить, я помогу тебе позже, обещаю». Во время выступления Джихана на базаре женщина внезапно падает в обморок. Аля и Джихан идут проведать ее. В хаосе Нари понимает, что она внезапно исчезла. Когда Денис подходит к прилавку, чтобы купить подарок родителям, мужчина внезапно хватает Денис и похищает ее. Джихан и Аля видят ее и бросаются в погоню, но она садится в машину и убегает. Джихан, Аля, Садакат и Нари садятся в разные машины и гонятся за ней. Когда между машинами начинается перестрелка, Аля паникует и боится за Денис. Когда Зелен звонит Наре, чтобы спросить о Кае, они узнают, что Экмель похитил Денис. Денис в страхе оглядывается, перед ней появляется Экмель, и они обмениваются взглядами. Зелен звонит Демиру и спрашивает, причастен ли он к этому. Если он не скажет ей, где он, Демир скажет ей, где он. Джихан подходит к Экмелю с оружием наготове. Экмель говорит: «Ты забрал моего ребенка и уничтожил меня. Я заставлю тебя пройти через то же самое». Приходит Фидан Ханым и говорит: «Я видела видео, ты убил барана». Экмель признается. Как бы они ни пытались убедить Экмель, она отказывается верить, а Джихан отчаянно пытается навредить Денис, говорит: «Он твой внук». Экмель в замешательстве подтверждает правоту Альи. Садакат Ханым объясняет: «Он твой внук. Баран – твой сын. Когда ты сбросил меня со скалы, баран был в моей утробе». Экмель отрицает это, говоря: «Это невозможно». Садакат Ханым говорит: «Ты убийца ребенка. Он твой внук. Оставь его в покое. Он сын барана». Джихан объясняет: «Он хотел поговорить с тобой об этом перед смертью Майн». Экмель опускает пистолет и уходит, говоря: «Оставь ребенка в покое». Денис и Аля обнимаются, а Денис говорит, что ей страшно. Все уходят, оставляя Зелен и Фидан Ханым стоять. Мать и дочь в шоке, а Экмель бросается на скалы, плача и крича: «Баран не мой сын».
Я не убийца ребенка. Я не убивала своего сына. После того, как Джихан и Алия успокоили Денис, вселили в нее чувство безопасности и уложили спать, Алия обнимает Джихана за шею, плача от слез: «Я так испугалась». Когда Садакат Ханем уговаривает Джихана убить Экмеля, Алия возражает. Они гадают, что будут делать, если Баран проснется и попытается забрать Денис, обманутый Экмелем. Пока они беспокоятся, что Баран не назовет Экмеля папой, появляется мужчина рядом с Бараном и сообщает, что Баран пришел в сознание. Когда все направляются в комнату, Алия замирает. Все рады видеть ее очнувшейся, но Баран смотрит на нее пустым взглядом, не реагируя. После долгого взгляда Баран спрашивает, где это. Все сначала удивляются, а потом говорят: Мардин, Медьят. Баран никого не узнает, встает с кровати, бросает дыхательный аппарат и с трудом выходит из комнаты. Когда он это делает, то видит перед собой Алю и сразу же узнает ее. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.